Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши прекрасные, замечательные комментарии, за лайки, за подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада, собственно, звучит так. Расклад без вопроса. Что тебе необходимо узнать прямо сейчас? Что хотят вам передать? Может быть, высшие силы? Итак... Для начала делают, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Ух ты. Что ж такое? Хотела сказать, для вас любить равно дышать. И тут карта боли, агрессии какой-то, ярости. В чем это? Это вы все прошли. Ну, не знаю. Капец какой-то. Показано, хотели любви, шли с этой любовью, да, надеялись выстроить с кем-то, соответственно, гармоничные взаимоотношения. Каким-то тут боком. У меня тут принц затесался. Принц, ну, знаете, часто характеристика на мужчины, как социально вкусный продукт. Такой мужчина, за которым охотятся многие женщины, обращают на него внимание. Мужчина ресурсный, интересный, такой. Может быть, женатик, кстати, тоже как вариант. Ну, материальное положение более-менее, или же социальное, ну, пост какой-то занимает, там, должность. Ну, я же говорю, вокруг него очень много женщин. Принц. Но вот мне показана эта любовь, как будто бы вам принесла боль. Кричали тут прямо от боли, разочарования. И ярость была. Ярость может быть в связи, не знаю, может быть, утаил что-то, да, скажем так, ласково. Не сообщил о чем-либо, о наличии, может быть, незавершенных каких-либо еще отношений параллельных. Может быть, поступки какие-то такие совершал или ранил словами, действиями вас. Но с вашей стороны какая-то ярость была. Вот так мне. У кого-то прям может проиграться, хотели с ним построение прочных взаимоотношений, но не случилось, не сложилось. У кого-то ярость в связи с тем, может быть, скрылась опять та самая правда. Тут все-таки паутина и такая, как паук и южная мушка, да, такая. Может быть, осознали в моменте, это всего лишь какая-то была игра, что мужчина больше как потребитель, как вампир, да, какой-то, больше привык брать, чем потребитель, да, брать, чем отдавать, где-то пытался вас использовать, может, почувствовали себя вот такой вот мушкой, которая запуталась в этих сетях. Ну, в общем, мне показалось, что это все уже прошло. Это как постфактум уже. Сейчас состояние именно с этим, состояние ваше, это карта гармония. И отношение к этому мужчине уже, наверное, успокоилось, устаканилось, выводы какие-то сделаны были. Уже принятие идет этого всего. Мне так идет. Не знаю. Почему-то мне это показали. Ну, я на этих картах посмотрю, какая вы еще. Урожай. Ну вот смотрите, они тоже показывают, почему-то мне подсвечивают опять очень похожую ситуацию. Жатва, как будто бы вы собрали урожай. По факту, как будто бы вы уже какой-то урок прошли. Осознанность у вас появилась. И вы, тут карта перерождения. Вот прям написано перерождение. Перерождение, это значит, женщина, ну, была одной до вот этой вот любовной истории, до вот этой вот, может, роковой любви, такой болезненной. Одна была. Но вот эта вот встреча с этим мужчиной, коммуникация с ним, вас максимально как переродила. Вы стали абсолютно другой, иной. Может, видение взаимоотношений мужчины и женщины. Себя в этом мире. У кого-то элементарно на этой
почве даже желание в первую очередь самой себе что-то доказать, уже не знаю, не ему, но себе. Может, как амбиции проснулись. Опять-таки на себя посмотрели под другим углом. Тут длительное время у вас, может, была карта ожидания и карта обида. Ну, как минимум, если человек вас обидел, хотели разъяснений, хотели, может быть, осознать, кем я являюсь в твоей жизни, к чему это все. Если могли вот эта паутина для себя в один момент осознать, что человек с вами игрался, да, как этот паук, да, играется с мухой, да, все больше и больше запутывал в эти сети. Тоже может быть желание где-то докопаться до сути вещей, докопаться до истины, до какой-то. И хотя бы ожидание, обида, хотя бы, да, для себя осознать, это все с его стороны была игра, или это, может быть, действительно какие-то эмоции человек вам испытывал. Тут как будто бы могли длительное время в этом состоянии пребывать. И тут, скорее всего, как незаслуженно, вот, ну, как ребенка обидели, да, ну, понятно, что незаслуженно, потому что тут с любовью вышли изначально. Это же на вас характеристика, то есть вы с чистым сердцем, вы действительно этого человека, ну, как минимум, влюбились, да, хотел сказать, любили, ну, надеюсь, любили, да. Так, при этом показана мне на вас дальше характеристика рукопомощи. Рукопомощи, скорее всего, я не знаю, от него ждали вы или нет, но тут пришлось вам самой себе протягивать руку помощи. Где-то у кого-то эта рука помощи, как от высших сил, пришла через те же расклады, через увлечение психологией. Тут карта мудрость, то есть вы сами себя, как этот Мюнхгаузен, вытащили за косичку посредством того, что получали информацию, где-то ее преобразовывали, применять начали к себе в первую очередь, где-то по полочкам все разложили. Опять же, Таро это вам в помощь, психология, все из этой серии. Как будто бы женщина нашла вот этот путь к самой себе. И правда, это перерождение, оно где-то уже, можно сказать, завершилось. Вот эта карта гармония мне говорит о том, что по большому счету, да, где-то осознанно, все для, очень многое для себя вы разложили по полочкам, осознали. Вот почему-то мне они вот такое показывают, вот такую вашу сигнификацию. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Итак, расклад без вопроса, да? Что вам необходимо узнать прямо сейчас? Что вам хотят передать? Что вам хотят передать? Что вам необходимо узнать? Девочки, вчера точно такой расклад записала, но он у меня, к сожалению, не сохранился, не удалось его скачать. Вот тут как назло. И хороший был расклад, не знаю, вот в том вчерашнем раскладе, по этой же теме. У меня там вышла ситуация, не знаю, сколько она сейчас проиграется, все же меняется, да. Вот, должна я это озвучить. Все равно мне обидно, то, что он там не скачался нормально. Да, не удалось его выложить. Так вот, во вчерашней этой информации там вышел у меня мужчина, который находится в семье, и он вкладывается во всю там материально, пашет с утра до вечера, но при этом чувствует себя белой вороной в этой семье. А мыслями он о вас. Ну, вот не знаю, для кого-то я это сказала все-таки. Так, ну сегодняшний расклад. Да, у нас расклад без вопросов. Что вам необходимо узнать прямо сейчас? Что вам хотят передать? Ой, а зачем я перевернула? Ну, наверное, так надо. Так, все переворачиваем. Что вам необходимо узнать прямо сейчас? Ух ты, ё-моё, какие карты магические. Шабаш, подклад и сделка с дьяволом. Да.
интересно. Без бутылки корвалола тут не обойдешься, не разберешься. Показано мне, девочки, вот что вам хотят они сообщить, что вам нужно знать. Какой-то замысел высших сил, как будто так и вот предначертано. Какие-то ваши планы. Вот сейчас вот какие-то планы вы там строите, и вас ведут куда-то. При этом, так интересно, говорят, что у вас какой-то период, где вы как будто бы уже подустали, могли уже руки опустить, и уже где-то вот эти вот там, может быть, много вы себе этих планов выстроили, может быть, хватались за одно, второе, параллельно несколько там у вас, допустим, и обучение, и новое какой-то род деятельности. Это как у меня все вместе, там, и смена работы, новый род деятельности, и образование второе, третье, вот все вместе. Это вот мне похоже, вот как вот что-то тут у вас могло в один момент все накатить. И тут мне показана ваша какая-то усталость, красивая женщина, но замученная. Так вот, почему-то тут идет как предупреждение, девочки. Как будто бы вот эти вот карты говорят о том, что сейчас вас вполне возможно, когда же то ли как искушать могли, уже как будто бы это и происходит. Где-то как вам могут предлагать какие-то варианты такие, вот как сделка с дьяволом. Это, знаете, вы можете, допустим, сейчас уже так, как будто бы смотреть на эту всю ситуацию и думать, боже мой, да что-то я уже не верю, что в моей жизни что-то к лучшему изменится. Ну, правда, как, может, оглядываетесь по сторонам, и кажется, что у остальных все проще, спокойней. Как-то, может быть, даже ощущение, я все это не потяну, все, что я там себе напридумывала. А вам говорят, потянете, никуда вы не денетесь. А если сейчас будут какие-то вам кто-то предлагать, вот какие-то варианты, ну, чего бы это ни касалось, то аккуратно, как будто бы взвешивайте все за и против, читайте все, что мелким шрифтом, да, в договоре, как правило, написано, да, то, что пытаются от вас скрыть. Это все может быть касаться даже заработка. Будут с вами там обсуждать там какие-то, ну, не знаю, там возможные варианты. Аккуратно и сразу уточняйте. Все какие-то вопросы, которые у вас в голове возникают, уточняйте. Почему? Потому что тут как будто бы какая-то карта шабаш, подклад, сделка. Это как будто бы какое-то такое... Я даже не могу это объяснить. Вот тут какая-то подстава, не подстава. Ну что-то такое, девочки. Вот вас как предупреждают. Ты можешь вляпаться и стать одним из главных участников какой-то, ну не знаю, аферы. Ну вот тут что-то такое, девочки, какая-то такая мистерия прям, ну не знаю, карта шабаш. Тут вот как будто бы вы будете одним из главных участников какого-то тут, не знаю. Я не знаю, как даже это объяснить, девочки. При этом даже вам могут это предлагать под таким, знаете, соусом, с таким подтекстом, как защита о вас. Я тут вообще не буду сюда привлекать и характеризовать тут мужчины, женщины. Тут в принципе, как могут вам рассказывать и советовать тут какой-то род деятельности, допустим, или связь с кем-то, союз с кем-то. Ну, это может быть рабочие союзы, да, для заработка. Так вот тут аккуратно, потому что это забота, говорят, оно потом чревато. На самом деле люди могут потом открыться совершенно с другой стороны. Почему-то карта ненависть. Как будто бы вы ожидаете одно, и вы даже можете, опять-таки, как будто бы обрадоваться тому, что вам будут предлагать. При этом вы себя чувствуете в моменте, карта шабаш. Вы можете как будто даже раскрытие потенциала, как-то своего. Тут, допустим, карта как женщина уставшая, уже физически может истощенная, там режим сна не соблюдается. Если напряженная, опять-таки, где-то там в одном проекте каком-то, во втором задействованы, обучение, тут как будто бы истощение уже, девочки, вам бы просто отдохнуть, а вас могут вот как-то на фоне вот этой вашей
какой-то усталости вы можете пропустить какие-то звоночки, да, не прислушаться к своей интуиции, где-то поддастся даже на какую-то красивую картинку, какие-то лестные обещания. И где-то и вправду вы будете чувствовать, да я вроде на своем месте, все нормально, это логично, что мне там что-то вот это предлагают. Если вы в другое время, когда вы там энергетически наполнены, вам это предложили, у вас бы зародились какие-то там вопросы, сомнения, там, может быть, бы вы о чем-то спросили, а тут как будто бы можете это все пропустить, то есть нужно быть более бдительным. И вот эта карта подклад и сделка, это тоже о том, что обещают одно, а по факту вы приобретаете совершенно другое, как говорят, этого кота в мешке, да. И эта забота, она на самом деле, как это, ломаного гроша не стоит. Будет выглядеть как вот эти какие-то широкие жесты, такие благородные. На самом деле вас же и используют в первую очередь. Вам потом будут попрекать даже вас за вот эти вот типа эту заботу. Так, о чем вот эти карты, не могу понять. Ненависть. Это о чем? Это вы. Опять-таки, какие-то вот ненависть карта. Не могу тоже до конца понять, о чем это. Смотрите, просто показано, что вы, допустим, можете вот войти в какое-то дело, начинание, какое-то там, вот прям с головой в это уйти. Можете рассчитывать на какой-то уровень заработка, уже другой, иной. Опять-таки, в зависимости от этого, от того, что вы рассчитываете, тут и расходы у вас будут увеличиваться, могут быть совпасть как раз какой-то, вот, допустим, заработок у вас уже новый, вы ходите на какой-то новый уровень, и семья ваша, допустим, запросы, расходы какие-то увеличились. А потом в один момент, вот я говорю, что как будто бы какая-то ситуация такая может случиться, что может выплыть какая-то ситуация такая, да, форс-мажор. Ну, на самом деле, оно как будто бы тут логично. Что, допустим, эту зарплату, которую вы должны и ожидаете получить, а вы ее не получите там на второй, третий, пятый месяц. А расходы у вас уже увеличились. Уже, и для вас это будет тяжелая ноша. Как с этим справляться, непонятно. И это как будто бы третий фактор тут задействован, люди какие-то, третьи лица задействованы. И все, что вы там сможете кому-то предъявить, никому ничего, да, как будто придется подчиниться, как цепи вокруг шеи. То ли вы связаны какими-то договорами, то ли чем-то вы уже обязаны этим людям. Как будто бы даже вот эта карта ненависть, каких-то эмоций вы, вот даже толком вы не сможете выплеснуть эти эмоции, никому ничего доказать не сможете. Карта лед, приходится эти эмоции в себе гасить. Тут как будто бы, знаете, извините, как выражение, сам дурак, да, остаешься сам с собой наедине и вот с очень нехорошим каким-то результатом. Вот как будто вас хотят об этом предупредить. Если у кого-то тут еще карта свадьба, шторм, можно тоже прочитать это, если какие-то предпосылки есть к союзу с кем-либо, то тоже лишний раз пока как будто воздержитесь. Почему? Потому что за этим союзом, заключением этого союза, будь то какие-то рабочие моменты, да, будь то, если это в прямом смысле там свадьба с кем-то, ну, с мужчиной, то как будто бы потом тут карта шторм, какие-то эмоциональные качели. Не все так гладко, мягко говоря. Может, присмотритесь еще, прежде чем совершать такой важный шаг в своей жизни, там с кем-то сходиться, может быть, начинаете жить. Вот как-то так. Подпишись на канал и поставь лайк. Тоже предупреждение. Да, отторжение. Все пойдет не так, как вы планируете. Иллюзия. Это как будто бы вы сейчас находитесь в плену иллюзий. Или вас сознательно кто-то в эти иллюзии как будто бы погружает. Ну,
как минимум дайте себе время для того, чтобы, может, присмотреться к партнеру, к любому партнеру, будь то в бизнесе, будь то вот в личной жизни, да, вот, как будто бы вот вас просто предупреждают. Правильно я понимаю? Да. К себе прислушайся. Прислушайся к себе, вплоть до того, что даже дай себе время, закройся от остальных, от давления кого-либо. Если кто-то там будет продавливать, пытаться там ваши рамки, границы, вам нужно четко их соблюдать, на место ставить людей. Как будто бы схлопнуться нужно на время и не позволять никому там опять вами манипулировать, управлять, навязывать что-либо. Вот как-то так вас тут призывают. И по карте воительница, не поддавайтесь эмоциям, и тут все через холодный рассудок. Нужно любые тут в данном случае какие-то решения принимать, руководствуясь холодным рассудком. Вот как-то так, девочки. Вот такой у меня сегодня расклад. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.